Привет, подписчики, привет, комрады, привет, случайные зрители. Сегодня я начинаю цикл своих видео о монетах, которые находятся на территории Самарской и Ульяновских областей, но монеты завезенные сюда, не чеканенные здесь. И сегодня у нас на обзоре первый вот такой вот интересный кошелечек, найденный на территории Самарской области. Это такие весовые монеты города-государства Ольвия. Сейчас мы немножечко отвлечемся, я расскажу об этом городе-государстве, а потом мы вернемся к нашим монеткам и к нашему кошелечку. Красивейшая местность, Северное Причерноморье. Город располагался между двух рек, нынешними реками Буг и Днепр, и контролировал эти две важнейшие артерии. В пик своего развития население города составляло около 15 тысяч человек. И просуществовал город с 4 века до нашей эры и был разрушен уже в 4 веке нашей эры. Вот такое красивое место. Ну, вернемся к нашим монетам. Ну вот, продолжу рассказ теперь и про монеты. Мы знаем географическое положение города-государства, но одну особенность его – это греческая колония, которая поклонялась богу Аполлону. Одним из символов этого бога был дельфин. И вот эти монеты изначально были предназначены для того, чтобы в храме делать подаяние богу Аполлону. Но потом они получили распространение, ими расплачивались не только внутри города, но и за пределами его. А когда город набрал торговую силу, то и вообще очень далеко, потому что Самарская область это примерно 1500-2000 километров от города Николаев нынешнего. Вот. Монета литая. Это не чеканная монета. Красивые дельфинчики. Стоимость таких монет в принципе невелика. Ну, доходит до 500 рублей на наши деньги. Все зависит от состояния плавников и надписей. Иногда на этих монетах встречаются надписи. Но на более поздних монетах. Вот здесь вот, увы, надписей нету, и хвостовых плавников тоже не сохранилось. Вот, но монеты интересные. Монета совсем плохо сохранился. Монета весовая, еще раз повторюсь. И торговали ей с нашими же областями именно на вес. Брали у нас медную монету, приезжали туда, перечеканивали на свою монету, переливали, ну и так далее. Вот такая интересная история у нашей области. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Работаем для вас.